Разработка мини-дрона размером с насекомое – это уже не фантастика, а направление, в котором активно работают инженеры и ученые по всему миру. На март 2025 года технология находится на стадии прототипов и ограниченных экспериментов, но потенциал для ее реализации вполне реален. Давайте разберем возможности, существующие достижения и ограничения. Уже существуют прототипы миниатюрных летающих устройств, вдохновленных насекомыми. Например, проект RoboBee от Гарвардского университета, запущен еще в 2010-х, создал робота размером с пчелу, около 2-3 см в длину, вес 80 мг, способного взлетать, зависать и выполнять простые маневры. К 2025 году подобные разработки стали более совершенными благодаря прогрессу в микроэлектронике и материаловедении. Некоторые насекомые, например, муравьи или мелкие мухи, имеют длину 2-5 мм. Современные технологии приблизились к этому масштабу. В 2023 году японские инженеры из университета Токио представили дрон размером около 1 см, использующий крылья, подобные насекомым, хотя он пока не автономен и питается от внешнего источника. DARPA, Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США, с 2010-х годов финансирует программу SHRIMP – Short Range Independent Micro-Robotic Platforms, цель которой – создать автономных микророботов для разведки. К 2025 году упоминаются прототипы размером с крупное насекомое – около 1-2 см, но точные данные засекречены. Микрочипы размером с песчинку, например, Michigan Micromode, около 1 кубического миллиметра, уже существуют и могут выполнять базовые вычисления. Традиционные литий-ионные батареи слишком велики, но разработки в области микротопливных элементов и пьезоэлектрических материалов, энергии от вибрации крыльев, позволяют питать устройство размером до 1 см. Для меньших размеров, 2-5 мм, возможны беспроводные системы питания, например, через радиочастоты, но это ограничивает дальность. Пьезоэлектрические актуаторы и полимерные материалы позволяют создавать крылья, имитирующие движение насекомых. Частота взмахов до 100-200 Гц уже достижима. Микрокамеры размером менее 1 мм, например, OmniVision OV6-948, диаметр 0,65 мм, используются в медицине и могут быть адаптированы для дронов. Сенсоры давления, температуры и звука также миниатюризированы. Искусственный интеллект на борту такого дрона ограничен из-за размера, но простые задачи, например, полет к цели или передача сигнала, уже реализуемы. Более сложное управление возможно через внешний контроль, будь то радио или лазер. Массовое изготовление таких устройств требует прецизионных технологий, таких как нанолитография и 3D-печать на микроуровне, что пока дорого и сложно. К 2025 году дроны размером с крупное насекомое 1-2 см уже могут быть автономными, с камерами и дальностью полета до 50-100 метров. Уменьшение до 5 мм возможно в лабораторных условиях, но с внешним питанием. Военные могут использовать такие дроны для скрытого наблюдения. Доставка лекарств в труднодоступные участки тела. Мониторинг окружающей среды, например, опыление растений. Если удастся решить проблему питания, скажем, через солнечные микропанели или беспроводную энергию, дроны размером с мелкое насекомое станут реальностью к концу десятилетия. Полноценный автономный дрон размером с насекомое 2-5 мм пока не реализован в серийном производстве. Прототипы размером 1-2 см уже существуют и могут выполнять базовые функции, как полет и съемка. Уменьшение до 5 мм возможно в течение 2-3 лет при условии инвестиций и прогресса в энергетике. Вероятность 80% для дронов размером с пчелу 1-2 см в ближайший год. 50% для дронов размером с муравья 3-5 мм к 2027 году, менее 20% для массового применения в 2025 году из-за текущих ограничений. Разработка мини-дрона размером с насекомое технически достижима и активно продвигается. К марту 2025 года мы находимся на пороге создания таких устройств, но их автономность и массовое производство остаются вызовами.
В ближайшие 5 лет такие дроны могут стать реальностью, особенно при поддержке военных или крупных технологических компаний.